Сегодня мы рассмотрим токеномику Bloom, и она ужасна. Дроп будет всего 3% от сапплая на миллионную аудиторию. Они решили просто полностью всех побрить, и судя по токеномике, цена будет лететь только вниз. Давайте разбираться, поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба, и сегодня мы будем разбираться с токеномикой Bloom. Перед тем, как разобраться с самой токеномикой, пару слов о Владимире Смеркисе. Его, возможно, уже совсем скоро отпустят, после 14 июля. Сейчас была подана апелляция, она рассматривается. Деньги, которые он получил за то, что накрутил ботов по Лунину, он также возвращает с компенсацией. И вот интересно, дальше он вернется в Bloom или нет. Все-таки токены свои Bloom он уже продал заранее на OTC рынке, поэтому он уже вышел из проекта, окэшился и теперь может наслаждаться, в принципе, жизнью и ни в чем себе не отказывать. Ну а теперь посмотрим на токеномику, что же они там такого придумали. Переходим на официальный сайт, где есть вся официальная информация по токеномике. Ссылка будет также в описании, можете сами с этим ознакомиться. Итак, первое, что мы видим, что всего будет 1 миллиард токенов Bloom. И вот здесь написано категории, куда будут распределяться весь supply. То есть это 20% на комьюнити, то есть на нас, кто играл. Ну и остальное это команда, трежери, инвестора и вот это все. И здесь вот есть момент, который я, возможно, неправильно посчитал, но, по-моему, здесь у них ошибка. Либо если здесь нет ошибки про 15% на ТГЕ, тогда напишите в комментарии, как они считали. Смотрим ниже. Они будут раздавать комьюнити 20%. То есть, как указано вот здесь в табличке, 20%, да? Но при этом 50% будет выдано в начале. То есть 50% они хотят выдать, то есть это 10% от общего. Они хотят выдать тем, кто играл, то есть нам. 50% зарезервировали для будущих дропов. При этом из этих 50%, которые нам дают только 30% на ТГЕ и 70% клифф 6 месяцев. То есть мы будем 6 месяцев вестингом получать эти токены, ну и лить, соответственно, в стакан. То есть мы имеем, что на ТГЕ от этих 20%, то есть это будет всего лишь 3% сапплая. То есть мы берем 50% от 20, ну то есть это 10, и 30% еще от 10, ну это 3%. То есть дроп в начале будет 3%. Почему у них здесь написано, что на ТГЕ будет 15? То есть объясните мне в комментариях, кто рисовал эти таблицы, и, может быть, я что-то неправильно понял, но у меня вот сложилось впечатление, что здесь явная ошибка, то есть они вводят в заблуждение, чтобы не было этой цифры 3%. Вообще, когда я смотрел на эту токеномику, мне показалось, что просто нейросеть за пару кликов им собрала какую-то токеномику, просто и они просто взяли и так и выложили, как она придумала. Потому что все тут так написано, прям как нейросети пишут. Дальше смотрим. На развитие экосистемы 20% сапплая и 19% из этого unlock на ТГЕ. То есть мы смотрим, что 2% эмиссии, то есть на дроп уйдет 3%, это, ну, собственно, нам, а 2% уходит на развитие экосистемы. Естественно, чтобы они получили деньги, они это будут лить все в стакан, потому что им нужны деньги, если они хотят там листинг дальше делать где-то, еще что-то. Но листинг будет на тоне, на дексах. Ниже сейчас покажу, почему вообще, в принципе, наверное, никакая биржа не захочет это залистить. Дальше, да, здесь они 48 месяцев, еще будут эти разлоки идти. Трежери также здесь запланировано 28% сапплая, и здесь 10% unlock на ТГЕ. То есть это тоже все пойдет в стакан, чтобы оплачивать работу программистам, команде, и вот это вот все. Дальше еще идет 16%, но здесь уже нет анлока на ТГЕ. Это помощникам, кто помогал делать протокол, инженеры, дизайнеры, комьюнити и так далее. Не знаю, тут непонятно, это кому они будут раздавать. Возможно, те, кто им там помогал, амбассадоры или что-то такое. Ну и дальше инвестора — это те, кто заносил деньги. То есть когда были новости, что Bloom собрал там какие-то миллионы долларов,
то, соответственно, вот инвесторам выделили 15% от этого всего. На ТГЕ не будет разлоков, разлоки будут через 9 месяцев только и 18-месячный вестинг. То есть, в принципе, инвесторов, можно сказать, кинули. То есть не только то, что там пользователи кинули, но и инвесторов тоже. Потому что вы представьте, если столько будет разлоков, то еще надо дожить проекту до этого срока. То есть 9 месяцев без каких-то разлоков у инвесторов начальных. И потом еще 18 месяцев вестинг будет. То есть это очень долго. Ну и вот здесь самое интересное. Это вот график разлоков, то есть как будет все больше и больше в рынок приходить токенов. И мы видим, что оно просто прям вверх, то есть идет этот график. То есть прям разлоки, 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 разлоки. То есть любая биржа, куда залистится Bloom, туда надо сразу заходить и шортить его. Да, там могут быть какие-то промежуточные скачки, но в общем и целом картина шортовая. То есть нужно шортить. То есть тот, кто любит абузить биржи, особенно на Мексе или еще кто-то, можете подготовиться, если вдруг будет Bloom листиться, заряжаете ферму, шортите, это будет вам гораздо больше доходности, чем дроп от Блума. Дальше внизу тут финальные заключения. Ну и здесь написано, что модель проста, активные юзеры будут награждены бенефитами. Ну, посмотрим, как мы будем награждены. Запуск чистый, то есть команда-инвесторы не будут сначала продавать. Но это как бы ложь. Потому что как они не будут продавать, если мы вверх поднимаемся на этом сайте и видим Ecosystem Growing, то есть 19% unlock, и Treasury тоже мы видим, Product Development, это 28%. Что такое Product Development? Это разработка, это команда. Соответственно, деньги туда пойдут. Поэтому это просто наглая ложь. То есть, ну, тот, кто умеет читать и понимать, у кого есть критическое мышление, и кто посмотрел на то, что они здесь написали, ну, сразу видно, что это просто лютое кидалово. Так и какой же в итоге будет дроп? Я думаю, он будет стремиться к нулю. У меня 25 миллионов блумпоинтов. Я попадаю под этот дроп, посмотрю, что мне придет. Я там на 922 месте, кажется, по этим поинтам. Поэтому, по идее, как я даже в каких-то топах, то есть это в первой тысяче, но там те, кто на первых местах, там просто миллиарды этих мемпоинтов. Поэтому, возможно, там фермы себе накрутили. Возможно, это сами создатели. Они все сделали, накрутили. Они же знают, какие будут критерии. И они получат весь этот дроп, также сольют его в стакан. Пишите в комментарии, что вы ждете от дропа Bloom. Я не жду ничего хорошего. Ну и сейчас другая тема тоже хайпует. Это подарки и стикеры. У меня уже выходил ролик про подарки. Я считаю, что хайп уже довольно сильно разогнался, поэтому сейчас нужно фиксировать прибыль по подаркам. Я свои подарки все продал. Ну а после подарков ликвидность, скорее всего, будет перетекать постепенно в стикеры. То есть уже появляются маркеты разнообразные. И вот что мы делаем? Мы на Portals заходим и там продаем подарки. А на маркетплейсе Igloo, это новый маркетплейс для стикеров, готовимся там продавать стикеры. Те, кто покупал их заранее, когда они только выходили, когда еще цены были низкие. Их можно будет продать на этом маркетплейсе новом Igloo. Там получше комиссии, единственное, он работает через VPN. Еще у меня есть легендарная карточка ноткоина, она вроде стоит сейчас 20 тонн. Посмотрим, вырастет она или нет, и вообще, где ей можно будет еще торговать. Думаю, это тоже будет оформлено, наверное, как стикер, который будет в коллекции ноткоина. Ну а еще розыгрыши подарков проходят, а проходят они в МРКТ. То есть тоже маркетплейс подарков и стикеров в будущем, и там можно проводить розыгрыши. Я уже создал один розыгрыш, создам еще розыгрыши, поэтому сейчас же подпишитесь на мой телеграм-канал и следите за новостями. Там будут все розыгрыши и подарки вы можете получить совершенно бесплатно за простые действия. Ну и потом продать их успешно на Portals, немного на этом подзаработать. То есть мы сейчас видим, что основная ликвидность внутри тона перетекла из токенов на тоне в подарки. И потом она перетечет в стикеры. Просто этим пользуемся, и кто на ранней стадии заходил, могут все продавать успешно. Главное, надолго это не хранить, потому что эта сказка быстро закончится. На этом у меня на сегодня все. Делитесь этим видео с друзьями, пишите в комментарии все, что вы думаете про токеномику Bloom, про подарки, стикеры,
Жду вашего отклика в комментариях, буду всем отвечать. Ну, я желаю вам всем профита и до новых встреч.